Also, также we can focus better. у нас качество фокусирования значительно выше. This means our lights have a bigger reach further away. Это означает, что с нашими приборами можно достичь элементов объекта или декорации, или объекта освещения с гораздо большего расстояния. And the further away you can place the lights with high efficiency, Чем дальше вы удаляете прибор от источника, от объекта освещения, тем the less problems you have when your actor moves. Тем меньше у вас становится проблем, когда актер начинает или объект начинает двигаться. Otherwise, you're too much slave of the square law. Потому что в противном случае вы становитесь в слишком высокой степени рабами закона квадрата расстояния. We'll talk about more. О котором мы немножко позже поговорим чуть-чуть. Okay. Then we developed another enhanced version of this. Затем мы разработали новое поколение приборов, то есть уже не первое, where the system has two more movements in it. где система была оборудована в том числе двумя дополнительными движениями. And that way, with one of these extra movements, И с одним из этих дополнительных движений we can create a wider flood without losing light. Мы так называемый суперфлад, то есть сверхширокий луч создали. And a tighter spot. И гораздо более узкий луч, который называется сверхузкий. And so that's what we call zoom focus. И мы это называли так называемой зумируемой фокусировкой. То есть фокусировкой с эффектом трансфокации. The traditional lights, Традиционные источники, как, опять же, те, которые мы видим здесь, in the flood position, в широком луче, often have a brighter rim on the outside. чаще всего имеют вот такой вот яркий круг по краю луча. That's why we developed a non-spherical system. Это была задача, которая привела к тому, что мы построили асферическую оптику для световых приборов. So no more rim outside. И вы видите, что с использованием этой технологии удалось абсолютно выровнять характер распределения света в луче. Another problem И вторая проблема, которая была, is with the discharge lamps, HMI которая lamps. в первую очередь была представлена с газоразрядными лампами, HMI, металлогалогенными. Because what happens between the electrodes Причина неравномерности заключалась в том, что происходящее между двумя электродами is all the same chemistry, but different heat. имело традиционно одну и ту же химию, но не однородную температуру. More heat in the center, Большее количество тепла вырабатывалось в центре, в центре облака светящейся плазмы. a bluish rim on the outside. И это создавало голубоватую каемку по краю луча. This was very, very difficult. И эта задача была по-настоящему сложной. And several optical professors said, can't be done. Несколько оптических профессоров сказали, что это нерешаемая задача. It took us 5 years to develop a non-spherical pair of lenses У нас ушло 5 лет на то, чтобы построить первую взаиморассчитанную пару сферических линз, that did not give us only a perfect light distribution, but also color distribution. которые дали не только идеальное распределение световой энергии в потоке, в луче, но также обеспечили идеальное перераспределение цветовой составляющей, то есть позволили получить идеальный луч. Okay, for these systems, we received our recognition from the Oscar Committee. И эти достижения были отмечены Оскаровским комитетом. Okay, now, the side effect of what we've achieved Побочный эффект того, что было достигнуто, is the clean beam system, that's what we call it. стал, собственно, система, которую мы назвали технологией чистого луча. Flood, Широкий луч, medium, средний, spot. узкий. This you don't get from any other light.
И ни один другой источник в мире на сегодняшний день не может обеспечить такое качество. A very clean, collimated beam of light. Это однородный, абсолютно гомогенный луч света. Within the beam, homogen. И внутри он абсолютно однороден. Outside, nothing. При этом, как только луч заканчивается, паразитного света практически нет. Нету ничего за пределами луча. Why? Почему? Because now we can reach far away parts of the set. Почему это так важно? Потому что мы теперь можем достичь с большого расстояния участков или какого-то объекта съемки. With great precision and no unwanted shadows. И у нас возникает возможность сделать это с очень высокой степенью точности, при этом не заполняя объект съемки громадным количеством нежелательных вторичных теней. If we want to make the edge of the beam При этом, если мы хотим сделать край этого луча softer, gentler, мягче, тоньше, there are 23 different kinds of diffusion gel. у нас существует порядка 23, в мире существует порядка 23 типов рассеивающих фильтров. But there's not a single filter that makes the beam cleaner. Но нет ни одного фильтра, который делает луч чище. That's why we start this way. Поэтому мы стали работать над этим очень интенсивно. This is an additional optical element Это дополнительный оптический элемент, that gives us a parallel beam, который обеспечивает наши стандартные приборы возможностью приблизиться к параллельному лучу. amazingly enough, in the flood position of the light. И поразительно то, что в позиции широкого луча And, little miracle, и маленькое чудо, we have double the light. у нас удвоилась интенсивность потока. Our lights already are very effective in spot, И надо сказать, что мы видели на первых слайдах, что наши приборы уже очень эффективны, особенно в узком луче. but with these attachments, Но с этими насадками same light, тот же самый прибор we have double the output. практически удваивается светоотдача. So this is part of this cinema reflect lighting system И это creating является parallel частью beams. той программы, той системы CRLS, о которой я говорил в начале. And reflecting out of the parallel beam. И отражение, и перераспределение, и перенаправление светового потока параллельного луча. All the way up to this big one that you will see outside. Все рефлектора, которые до метровых, которые вы можете увидеть здесь, в галерее. Then we have other optical systems Затем у нас есть другие оптические системы, that we can put in front and serve many different tasks. которые мы также можем поставить на прибор и реализовать еще огромное количество специальных задач, Of light and shadow shaping, которые относятся к формированию формы, формированию луча и тени, projecting gobos, для проекции гоба, putting an iris in, создание различных форм луча, круглых при помощи ирисовой диафрагмы, light framing, формирование края луча при помощи шторок, slide projection. проекция слайдов. Now, Теперь with the LED lights, со there's one other светодиодными toy that we источниками can use. LED lights take very little heat out from the front. Одно из важных преимуществ светодиодных источников заключается в том, что количество тепловой энергии, которая передается по оси светового потока, по оси луча, становится гораздо меньше. Now you can take a picture with your iPad or iPhone, Теперь вы можете сделать снимок при помощи iPad или iPhone, go on any printer, вставить его в принтер, a transparent gel, doesn't have to be heat resistant, и полупрозрачный фильтр не должен быть теплостойким. cut out the gel, project it, Вырежите, в смысле, прозрачный целлулоидный слайд, напечатайте на принтере его и вставьте в светодиодный источник. and in 5 minutes И через 5 минут you have a picture of your grandmother's garden
У вас может быть на фоне проекция изображения садика вашей бабушки, or the desert, or the taiga, или тайги, пустыни. anything you want, and you create an artificial background. И таким образом вы можете создать искусственный фон. When it's in focus, it will look like a French pointillist painting. Если он будет в фокусе, после печати с такой матрицы у вас он будет выглядеть как французская пуантилистская картина. You know the names. Крупные точки, вы знаете имена. Signac and Seurat. Синьяк и Сера — это два художника, которые очень активно работали в пуантилизме. Can look quite interesting, И это может выглядеть достаточно интересно. but then you put it just a little bit out of focus, Но если вы чуть-чуть из фокуса выводите фон, and you have a beautiful color, you у will вас have no замечательный blacks. цвет, и очень важно, You will have no blacks. So sometimes the pastel colors of this give you more of a feeling of depth. при этом, если вы подумаете о том, что вы проецируете фон, то есть настоящего черного на нем не будет, чаще всего это стена или какой-то объект, который не черный, то это означает, что фон вы делаете несколько более пастельным, он делается у вас тоньше, как если бы он находился действительно на большем расстоянии, и некая воздушная среда, дымка, она находилась бы между объектом переднего плана и фоном. Then you make a sandwich, you take a steel gobo and this gel, Во многих случаях вы можете проецировать сэндвич, такой бутерброд из стального гоба и, например, вот этой распечатки, которую вы сделали. and you have the blacks from the gobo И у вас, and the pastel colors of the gel, and it's an illusion of much more space. естественно, стальной гоба, поскольку он является абсолютно непрозрачным, обеспечивает вам несколько более высокий уровень контраста и создает еще большую глубину, то есть она становится все более и более похожей на что-то настоящее, которое мы получаем. On all such practices, we've made videos. О различных типах такой практики мы сделали целую серию видео таких программ. At the moment, we have 137 tutorial videos. У нас в сегодняшний день порядка 137 специальных туториалов видео. So we're looking for some volunteers and partners to turn those into Russian language. Поэтому у нас в ближайшее время будем искать желающих, которые будут способны перевести это на русский язык и разместить, потому что эта информация достаточно полезная и нужная. We design our projection lenses. Проекционные объективы были разработаны нами. Some of those are optical miracles. Некоторые из них являются абсолютной оптической магией и чудом. Because we project big images, Поскольку мы проецируем очень большие по размеру изображения, слайды, and for big images, such high transmission is very difficult. и для, скажем, крупного формата такой высокий коэффициент пропускания, он является абсолютным чудом. The quality of these lenses is equal to the best of the camera lenses. Качество этих объективов соответствует стандартам оптического качества самых лучших объективов. And still, to make them in such a way that they cost very little money is an optical miracle. И суметь производить их при достаточно невысокой цене, это было в том числе абсолютным чудом. Okay. Now, we've turned all of these optical knowledge into the LED world. Все оптические навыки и все оптические принципы, которые были разработаны, они, естественно, получили свое развитие в светодиодной среде. This is a little bit about the precision of our lights. Это несколько слов о точности наших приборов. This is the cameraman who shot all the special effects for the Harry Potter series. Это оператор спецэффектов, который снял практически все. A set of four 100s, classic 100s, and it was just like, чтобы смог переводить. we've got a lot, we can focus, we can. Приборы 400, которые вы можете фокусировать. You have to get used to them. Вы привыкаете к ним очень The быстро. 100 and the 150. И 100 и 150 приборы, они вообще рабочие лошади, потому что вы можете легко спрятать их в объекте, они всюду. Эту часть мы сегодня в презентации используем только небольшие отрывки.
отрывки из многих как бы тех выступлений, которые у нас есть, потому что многие из них достаточно интересны, потому что операторы делятся своим опытом и принципами работы. This is the smallest of our focusing LED lights. Это самый маленький из наших фокусирующихся светодиодных источников. That's my daughter. Это дочка Деда. This is a daylight, a monocolor. Это одноцветный прибор дневного света, цветовая температура дневного света 5600. And we have a new optical device. И у нас есть новый оптический, целый набор оптических устройств, и одно из них это насадка, фильтр, That you can flip up and it spreads the light sideways. который вы набрасываете на переднюю линзу, она откидывается, и у вас в одной плоскости растягивается луч. So when you're working in a crowd of people with a wide angle zoom very close, you can spread the light. Когда вы, например, работаете в большой толпе, то у вас накамерный источник может быть, и когда у вас широкий угол трансфокатора, то вы совершенно спокойно, вставив этот фильтр, без больших световых потерь, вы растягиваете луч, то есть у вас края камеры полностью покрыты. Now, the wonderful thing about LED is you can dim them with no color change. Замечательное свойство светодиодов заключается в том, что при димировании изменение световой температуры минимальной. And there's bicolor. И вы также можете работать в двойном диапазоне световой температуры. So one button is for dimming, one is for color change. Одна кнопка, один поворотный нимб здесь для димирования, второй для изменения световой температуры. But if you use it for lighting, если вы используете для освещения, on the camera as a gentle fill light, it's okay. В качестве накамерного источника для тонкого, легкого, деликатного заполнения вполне окей. But if you light an interview, но если вы снимаете интервью, the light source is small. Источник света как таковой, в общем-то, маленький. So it gives an aggressive impression. Он для глаза человека, особенно который сидит перед камерой, он дает ощущение агрессивное. Then we can take the front part off. А затем мы снимаем, у нас есть возможность в этом приборе снять всю переднюю часть. And we can put a softbox on it. И поставить вместо линзовой насадки, поставить софтбокс. And it gives us a very gentle character of light. Соответственно, это дает гораздо более деликатный характер света. So this is 8-watt LED. Это 8-ваттный светодиод. And it can focus. Вы можете фокусировать его. So then we have far reach, put it on the ceiling. И на большом расстоянии у нас появляется возможность, в общем-то, от светодиодного источника это достаточно много света. And then in close-up work, и для крупного плана на небольшом расстоянии wide angle filter on. Вы можете поставить этот широкий фильтр. And it spreads the light very gentle. И вы видите, что он растягивает луч очень деликатно. And then you can take the whole front part off. Но после этого можете полностью снять всю переднюю часть прибора. And you put on your softbox. И вы ставите софтбокс маленький. Or или if you shoot a documentary in a Mongolian tent, если вы снимаете документальную картину в монгольской юрте, you may want to use this light. Вы вполне можете захотеть использовать такую версию софтбокса, where you can take the black parts off and the light goes all around like a Chinese lantern. Где вы можете убрать боковые тканевые крылья, и тогда у вас работает источник как китайский фонарик, то есть полностью заполняет пространство, очень хороший однотеневой источник. Or when the rich Moscow oligarch wants to take a picture in his car. Или когда богатый человек, олигарх, хочет, чтобы его сфотографировали в его машине. At night. Ночью. Yeah. Then you put this tube on here. Тогда вы можете поставить вот такую насадку в виде такой and you can simulate the light that comes from the dashboard of your Bentley. И вы можете симулировать свет, который идет от приборной панели Bentley этого олигарха. Now, every cameraman has this. Каждый оператор имеет такой набор. Every lighting man has 2 or 3 in his drawer.
У каждого человека связано со светом в полочке, в столе где-то лежат эти образцы светофильтров, которые вы можете получить бесплатно на любой выставке. You'd never throw it away, Обычно их никто никогда не выбрасывает. but you never knew what to do with it. Но на самом деле никто не знает, что с ними делать. Now we tell you why you kept it. Теперь мы можем предложить один из вариантов использования, который... Because you can put the gel inside all these accessories Потому что все эти аксессуары вы можете вставить фильтр, and give it any color you want. и таким образом одна такая книжечка в кармане позволяет вам получить любой цвет, который вы хотите. So, toys. Игрушки. Now, Теперь, if you want to shoot a porno film если вы хотите снять порнофильм about what your hamsters о том, что происходит в отношениях ваших хомячков ночью, at night when they think nobody's watching them, когда они думают, что за ними никто не наблюдает, then you use the infrared light, тогда вы можете использовать инфракрасный источник, which will work with every CMOS camera который работает практически с любой камерой с that has a night shot function. у которой, особенно у тех, у которых есть режим ночной съемки. And then there are, of course, supposedly people in some countries that want to go more secret into the depths of the night. И в некоторых странах есть люди, которые хотят проникнуть больше в секреты происходящего ночью. And they never want to be seen, Эти люди не хотят, чтобы их видели, but they want to see everything. но при этом они хотят видеть все. And they use night vision cameras. Эти люди используют камеры ночного видения. And for those, we have another version of infrared И для этих камер у нас есть другая версия инфракрасных источников, that has an incredible reach. которые имеют возможность фокусировки на очень большом расстоянии. So then there's also the ultraviolet version Также есть ультрафиолетовая версия, that can be very useful in forensic work. которая может быть очень полезна в криминальных задачах. So you can find blood or other organic matters on the bed sheet. Простите, не криминальных, криминалистических, потому что вы можете при помощи этих источников находить любые следы крови или любой другой органической следы. And amazing, I didn't know this. И деда не знала, то это Watch out, достаточно when you удивительно. beat your wife, Когда вы бьете свою жену, she has a blue spot. у нее появляется синяк. After 3-4 weeks, the blue spot goes. Через 3-4 недели синяк уходит. With ultraviolet light, you can see that still 6 years afterwards. С ультрафиолетовым источником вы можете увидеть этот синяк через 6 лет после событий. So be careful. Так что будьте осторожны в обращении с женщиной. We have infrared, starting with a little at silver style. У нас Big есть brother маленькие инфракрасные has 40 источники, watts, которые начинаются с and светила. so here У нас you would just see 40-ваттный прибор. red lead. Здесь уже мощность очень высокая, вы видите здесь маленькую точку, которая становится заметной. Okay. Back and on. So this is the whole row of LED focusing lights that we have. Мы посмотрели на целое семейство светодиодных источников, которые у нас есть. So the smallest, next one is the 20-watt light. После самого маленького LED-зила, который называется у нас 20-ваттный светодиодный источник, Or it can be a 2 times 20-watt light. или у нас есть 2 по 20, это такой же корпус, но только он двухцветный, при этом это не 20 пополам, а это 2 раза по 20. So one button for dimming, И вы видите, что только одна ручка для dimмирования one button for color change. и вторая ручка для изменения цвета. And the color change goes all the way down to 2700 Kelvin. И dimмирование начинается с порога в 2700 градусов Кельвина.
all the way up to 6,500. до 6500. So first you can adjust yourself to any ambient light situation. Что позволяет вам либо настроиться, пристроиться к любому естественному характеру освещения, From candlelight to daylight. от света свечи до яркого солнечного дня с синим небом. And also, just by turning a button, when you do an interview, you can have a slightly warmer fill light, Но при этом colder backlight. при съемке интервью и портрета, даже не имея светофильтров, вы можете использовать, например, для заполнения несколько более теплый характер света, либо, если вы используете его в качестве контрового источника, то уход в более высокую цветовую температуру, то есть в холодные цвета, он тоже очень полезен. Без фильтра, только кнопки. И без фильтра только при помощи регулировочных кнопок. Okay, that's the 20-watt light. 20 Вт. And it has a wonderful little ballast. Now comes the 40-watt light. Вслед за этим появляется 40-ваттный прибор. Okay, what do we have here? Заметили ли вы, что On the focusing, when you have a camera lens когда вы фокусируете, у вас камерный объектив, and you focus it, когда вы фокусируете его, maybe you see nothing because it has internal focus. в этих объективах у вас происходит внутреннее фокусирование, то есть у вас объектив не увеличивается физически в размере. Or it goes longer in front. Либо он увеличивается, удлиняется впереди. Our lights, when you focus, go longer at both ends. Когда приборы наши фокусируются, они удлиняются в обратную сторону, в первую очередь, либо в обе стороны. Try it out. We're very proud of this. It's sort of a double helix, so you don't have to make so many turns to go through the big focus range. Мы достаточно гордимся той системой, которую нам удалось построить. У нас двойное фокусирование, то есть оба направления, и эта система направляющих, в общем, достаточно уникальная. So that's the 20-watt light, Это 20-ваттный прибор. and this is it. There's electronics in this, and there's two electronics in this, the bicolor. Здесь электронные блоки. По Tiny. размеру они очень маленькие, и при этом один из них только диммер, а второй это диммер и регулировка цветовой температуры. Put it into many different positions on the camera. Вы можете в существенном диапазоне менять положение приборов при установке на камеру. And you can make projections. И вы можете проецировать с насадкой. And you can power it from the small Sony battery. И вы можете запускать этот прибор от маленькой батарейки Sony. Put that on your belt, Поставить себе на пояс. and you run. This is the 40-watt light. Это 40-ваттный прибор. Again, the big focusing